Здравствуйте, друзья! Вот сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот такой вот электроинструмент. Называется реноватор. Он предназначен для работы в труднодоступных местах. То есть резка, шлифовка, полировка. Вот, допустим, где-нибудь болгаркой вы не можете, вот, допустим, угол, да? Где-нибудь болгаркой не можете достать, то это с помощью вот этого реноватора можно все сделать. Ну вот сейчас и посмотрим, как он работает. Он шлифует, полирует, то есть разные насадки одеваете, и можно и плитку керамическую, и железо, и, допустим, какой-нибудь квадратик вырезать, вот, допустим, вот взять вот брусочек вот такой и вырезать квадратик. Болгарка, это надо брать шлифмашинку, шлифмашинка она для мелких работ, а здесь можно это сделать быстро. Допустим, вот под табуретку отверстие спокойно можно вырезать вот этим вот прибором. Ну, давайте посмотрим, как это все дело работает. То есть вот насадка, допустим, по дереву. А у меня тут по дереву большая. Это вот для резки тканей. У меня для резки дерева. Это уже, наверное, идет для пластика, как я понял. Да, это же всевозможные трубы, допустим, резать. Ну, и сейчас посмотрим на бруске. То есть ставится во всевозможных, под всевозможными углами. То есть можно так закрепить, можно так, наоборот, перевернуть. Ну вот и закрепляем. То есть от вида работ. Вот тут специальные вот 4 такие вот шипчика, шипа. Одеваем, значит, вот она, насадка. Попасть что-то не могу. Вот она, попал. Прижимная шайба и болт. И будем работать. Обязательно ключом надо затянуть. Сильно-то не надо. Ну и вот. Есть тут также регулятор скоростей. Ну давайте включим на первой скорости, посмотрим. Ну и вот. Вот он разгоняется. Что-то страшно самому. И он абсолютно безопасен для человека. То есть для кожи рук он абсолютно безопасен. То есть им даже можно срезать что-нибудь на теле. Допустим, даже можно бинт или гипс срезать какой-нибудь. Но бинт-то ладно, гипс, наверное, срежется, я думаю. Ну, то есть вот, подставляю палец. Да вот, даже здесь. Кожа вибрирует, и он ничего не делает ей. Вот. Как бритва. Ну и давайте попробуем в деле его. Ну давайте попробуем отпилить брусочек. Тогда, наверное, надо скорость побольше. И будем пилить. Может, на второй пропилит.
принципе, большую скорость не стал ставить. Ну, отпилил, ну, кривовато, но отпилил. Маленькой скоростью, в общем, вот, брусочек отпилен. Криво, правда. Ну, ничего страшного. Нужно было шестую, но тут бы до потолка летело бы все. Ну, давайте попробуем сделать паз какой-нибудь, где-нибудь. Вот бруски отпилили, справился с задачей. Вот, допустим, отверстие можно сделать в деревяшке. Ну, делается помаленьку. Ну вот, готово. Ну, сделали. Пилка туповатая. Ну вот, примерно так. Ну вот, пожалуйста, можно под табуретку делать какие-то отверстия, можно еще что-то. Ну, обычная бормашинка, замучишься. Вот такая вот штука вышла. Давайте дальше посмотрим, что у нас. Так, меняем насадочку. Тут каждая насадочка под свои задачи. Вот, допустим, сейчас одел ножик. Сейчас попробую кусок резины вот отрезать. То есть ножом, естественно, деревяшку не пропилишь. Ну вот попробуем. Первую скорость включил, чтобы говорить можно было. Ну вот, пожалуйста, режет хорошо. Если шестую сделать, то ее там будешь такие узоры вырезать. Вот, режет, прекрасно режет. Ножик, то есть можно какие-то такие материалы резать.
Пластик, конечно, с деревяшкой не будешь резать, а вот резину режет. Выводы, в принципе, он для больших работ он не пойдет. Это вот какие-то мелочи такие делать. Для больших работ уже конкретно там бери там кусок металла, это естественно бери болгарку, кусок дерева бери там пилу электрическую. А вот для мелких всевозможных и в труднодоступных местах, где можно это сделать, то это вполне такой хороший инструмент. Вот, спасибо за внимание. Все работает. Вот тут еще забыл сказать, что обороты. Так, мощность, значит, у него 350 ватт. И обороты от 11 до 22 тысяч. Ну вот. Такое вот чудо. Спасибо за внимание. До свидания.